Привет всем! Вы на канале Вязание, и я Светлана. Хочу предложить вашему вниманию такой новый узор, ажурный. Обратите внимание, он смотрится, как будто связан крючком. На самом деле, вот я вяжу спицами. Вот поближе я вам показываю. Это его лицевая сторона. А вот изнаночная. Красивый узор. Несложно вяжется. Всего 4 ряда. Раппорт узора составляет 10 петель, плюс 5 и плюс 2 кромочных. Получается 17 петель для образца мы наберем. Начинаем вязать. Так, набираем 17 петель. Так, мы набрали 17 петель. Так, сейчас будем вспомогательный ряд вязать, то есть нулевой. Это один раз вяжется. Так, провязываем одни лицевые петли. И еще хочу сказать, кромочные петли здесь провязываются обычно, не так как мы снимаем изнаночная последняя, нет. Вот кромочная петля обычно провязывается как при вязании основного узора. Первую мы не снимаем, а провязываем. Это у нас кромочная петля. Если мы будем снимать, у нас по бокам узор стянется. Дальше мы этот ряд вспомогательный провязываем полностью лицевые петли. Для новичков я просто покажу, как вяжется лицевая петля. Вот так вводите, потом вот таким образом и сюда. Покажу медленно. Так, потом это сюда и вот так. Так. Последняя кромочная тоже провязывается лицевой петлей. Так, мы провязали вспомогательный ряд. Переходим к вязанию основного узора. Вяжем первый ряд. Первый ряд, первая кромочная провязывается обычно вот лицевой я провязываю. Дальше обратите внимание. Вяжем раппорт узора, я вам сказала, 10 петель. 5 петель для симметрии и 2 кромочные. Так, вот мы вяжем. Первую мы кромочную провязали. Теперь 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5. Так, мы провязали нитка 5 петель. Вот кромочная одна, так, и раз, два, три, 4, 5 лицевых. Теперь следующие 5 будем вязать лицевые, но обратите внимание, как вводим за переднюю стенку спицу правую и
обратите внимание, вот так, ввели спицу и делаем раз, два, обмотали 2 раза. И теперь только мы вытаскиваем. Теперь опять вводим и обматываем 1 раз и 2. И теперь провязываем лицевой. Опять. Раз, два и провязываем. Раз, два и провязываем. Так, 4, вот 5. 5 точно так мы делаем. Обматываем и провязываем. То есть мы провязали 1 кромочная, 5 обычные лицевые, а здесь 5 лицевых у нас прошли с 2 обмотками, то есть таким образом. И теперь следующие 5 мы вяжем просто лицевые. Раз, два, 3, 4, 5. И последнее тоже провязываем просто лицевой, хоть она у нас кромочная. Таким образом, если будете снимать, будет у вас стягиваться. Так, мы провязали первый ряд, вяжем второй ряд узора. Первый провязываем просто лицевой, кромочная, так. Следующий вяжем 5 лицевых. Раз, два, 3, 4, 5. Провязали. Теперь обратите внимание, мы будем распускать сейчас, где у нас вот по 2 раза мы наматывали на нить. Берем вот за заднюю стенку и распускаем. Раз, два, 3, 4, 5. Распустили. Теперь левой спицей все 5 петель берем. Вот мы взяли их, так? И теперь делаем раз накид и второй раз накид. Вот таким образом. И теперь только эти, которые мы распустили, 5 петелек, мы берем и провязываем за заднюю стенку 1 лицевой. Вот они у нас оказались вот так. И теперь опять раз накид, 2. У нас получилось, было 5 петель и стало 5. Раз, 2, 3, 4, 5. И теперь дальше опять вяжем 5 лицевых. Раз, 2, 3, 4, 5. И последняя тоже лицевая, кромочная. Провязываем лицевой. Так, мы провязали второй ряд узора. Теперь вяжем третий ряд. Третий ряд мы вяжем первую. Снимаете первую, провязываете лицевой. И теперь мы будем точно так наматывать, только крайние эти 5 петель. То есть в шахматном порядке получится. Так, вот сюда берете и наматываете опять на себя. Раз, два. И провязываете. Раз, раз, два. И на себя провязываете. Опять. Раз, два. И на себя провязываете. Лицевой провязываем. И вот еще одна, последняя, 5. Раз, два. Так, таким образом мы провязали 5 петель. Кромочная. Раз, два, 3, 4, 5. Видите? Теперь мы должны эти петли таким, обратите внимательно, очень смотрите. Первую мы, вот которую наматывали, да? Мы теперь вот, где накид делали, мы первую вот берете, провязываете лицевая,
Так. Теперь смотрите, нить вот так делаете, перекидываете. А нить сюда перекинули, смотрите, так. А теперь это вот захватываете нитку эту и вот так. 2. Теперь обычно 3, 4 и опять. Так вы не можете провязать, а нам надо эту как изнаночной провязать. Так, и нить вот так. 5. Остальные 5 мы точно так наматываем, как и крайние. 1, 2. Намотали 2 раза, 2 накида. 1, 2. 1, 2. 1, 2 накида сделали. И еще 1, 2. Так, последняя лицевая. Вот что у нас получается, обратите внимание. Так, теперь мы вяжем, провязали 3-й ряд, переходим к вязанию уже 4-го ряда. Первую провязываем кромочную лицевой. Теперь распускаем эти, как мы и делали. 2, 3, 4, 5. Распустили. Теперь с правой на левую спицу перенесли. Теперь делайте 1 накид и 2 накид. И теперь берете эти 5 петель, провязывайте за заднюю стенку 1 лицевой. Так. И теперь опять после этого опять 2 накида. И теперь вот таким образом. И теперь вяжете дальше. 1 лицевая, 2, 3 и так 4. Смотрите, тут у нас прошел на кромочная. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. И теперь 4 лицевых и вот 5-я лицевая. Так. Теперь мы распускаем эти 5 за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5. С правой спицы одеваем ее на левую. Накид 1 делаем, 2. Теперь мы эти 5 петелек берем длинные, которые распустили, 1 лицевой провязываем за заднюю стенку. И теперь опять после этого делаем 2 накида. И последняя кромочная петля лицевой провязываем. Вот что у нас выходит. Так, смотрите, обратите внимание. Вот, точно так, как я вам показывала. Теперь узор этот вот я уже вам провязала. Узор теперь повторять будете с 1-го ряда по 4-й. Мы вот провязали 4 ряда. С 1-го начинаете вязать по 4-й. Я сейчас провяжу немножко, и мы опять посмотрим. Так, я вот провязала еще. Все, еще раз покажу. Смотрите, как хорошо смотрится. Лицевая его сторона. Это изнаночная. Чтобы поменьше дырочки были, если вы хотите, то можете вязать. Ну, это 3. Можно на других спицах, на 2 вязать, на 1,5. Ну, а так на летнюю кофточку или там на платьице, на отделку хорошо. Вообще хороший узор. Все, спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. До новых встреч. До свидания.